Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Дача 365. В данном ролике я хотел бы вам рассказать, как я сделал вот такую деревянную лестницу с такими прекрасными ступеньками. Данные ступеньки называются гусиный шаг. А, Почему я решил заснять данный ролик? Потому что, когда я делал обзор своей бани, было слишком много комментариев и негативных, и позитивных, и хороших про данную лестницу. Кому-то она зашла, кто-то сказал, что она необычная, не как у всех. Кому-то она не понравилась, сказали, что она неудобная, хотя это совсем не так. Хочу сказать одно. Данной лестницей мы пользуемся уже порядка 2 лет. За все это время никто с этой лестницы не упал, не подскользнулся, не ушибся. Лестница достаточно красивая, нормальная, удобная, самое главное. Многие спросят, почему я сделал такую лестницу, почему я сделал именно такие ступени. Ответ простой. Вот на данном участке идет балка, идет швеллер. А, Его убирать нельзя, потому что у меня потолок здесь сделан из пустотных плит. То бишь, эта балка, она несущая, держит пустотные плиты. Убирать ее нельзя, это запрещено, иначе это будет обрушение самого строения. Поэтому, прежде чем строить данную лестницу, я изначально посмотрел по просторам интернета. Есть специальные программы, которые делают расчет вашей лестницы. Задаете габаритные размеры своего проема, задаете длину лестницы, какой вы хотите подступенок, и она вам выдает расчет. Полный расчет, сколько будет у вас высота ступеней, сколько у вас будет ширина ступеней, какой будет наклон, количество ступеней тоже она вам выдаст. В данной программе я, естественно, тоже все это дело просчитал, и она у меня ничего хорошего не выдала. Она мне выдала, что ступени, подступенок у меня должен быть размером 22 сантиметра, что недопустимо, и при такой высоте неудобно было бы просто заходить на самый верх. А на данный момент у меня высота подступенка идет 170 миллиметров. Покажу вам еще вид сверху на данную лестницу. Смотрится, мне кажется, вообще необычно и очень красиво. Хотел еще рассказать про размеры самой лестницы. Значит, размер моего проема составляет 1650 на 670 миллиметров. Значит, высота от пола до первого этажа, у меня составляет 230 миллиметров. Дальше ступени. У меня их всего 13 штук. Длина лестницы, сама длина от данного участка до самого конца 2800 миллиметров. Габаритные размеры ступеней у меня составляет, значит, длина самой ступени 760 миллиметров, глубина с этого края до этого края 300 миллиметров, а с этой стороны до этой стороны 190 миллиметров. Кому-то, может быть, это пригодится, может быть, кто-то захочет сделать такую же лестницу. Кстати, всем рекомендую, у кого нет возможности сделать полноценную лестницу с обычными ступенями. Толщина самих ступеней, у меня составляет 40 миллиметров. Я выбрал ступени лиственницу. На тот момент особо денег у меня не было, чтобы выбрать там дубовый или ясень. Вот, ну, ничего не треснуло. Да, они легкие. Возможно, если кто-нибудь со всей силы прыгнет, то, естественно, может сломаться. Но может и сломаться и дубовая, поэтому тут дело практики. Да, и сама высота подступенка у меня составляет 170 миллиметров. Спускаться с данной лестницы, в принципе, легко, так же, как и подниматься. Что могу сказать?
И ребенок у меня спускается здесь спокойно. И теща, жена, родственники. В принципе, ничего сложного в этом нет. Начиналось все строение с косауров. Косауры, кто не знает, это вот эта часть. С этой стороны и с этой стороны. То есть выпиливалось два косаура. Значит, они ставились по одной стене и по другой стене. После того, как мы косауры выпилили, примерили, они сюда хорошо встали, мы приступили к выпиливанию самих ступеней. Кстати, толщина косауров составляет 50 миллиметров. Дальше, после того, как мы выпилили сами косауры, выпилили сами ступени, примерили первые ступени и приступили к креплению самих ступеней. Крепили мы их сверху и до самого низа. Крепили мы на 2 шканта. То есть, если вытащить сами шканты, там под ними находятся саморезы. Да, я закрепил еще там внизу саморезы. Но чтобы здесь их не было видно, мы вот закрепили это все дело шкантами деревянными. Поэтому данная ступень держится на как бы саморезах, но со шкантами. После того, как мы полностью всю лестницу выставили, все ступени прикрутили, я приступил к окраске. Красил я вот этой краской Текнос. Цвет вот здесь указан. Мне показалось цвет красивый. Я изначально хотел сделать его каким-то светлым. Но вы знаете, светлый цвет на ступенях, он не особо хорошо. То есть он всякая грязь, на нем все будет видно. Вот на таких ступенях такого цвета ореховый, ее как бы не видно. Поэтому кого заинтересовала вот именно краска, которую я покрасил, вот ее название. Лестница очень удобная. Давайте вам покажу, как по ней поднимаюсь, спускаюсь без особых проблем. Спускаться тоже так же легко. Также я покрасил пол в предбаннике этой же краской. Просто покрасил, потому что цвет, я считаю, что лестница именно самого пола должен быть везде одинаковый. Красил я за 2 слоя данной краской. И после того, как я покрасил пол и сами ступени, я покрыл все это дело лаком. Лаком нужно покрывать обязательно, но я выбрал специальный лак полуглянец, потому что если бы он был глянцевый, они были бы очень скользкие. Поэтому перед покупкой обязательно уточняйте эти вещи. На ступенях это делать как бы не рекомендуется. Сделал еще я вот такой поручень. Кстати, очень удобный. Также я его посадил на саморезы и на шканты через вот такую проставку. Проставку сделали из такого же дерева. Вот про эту проставку говорю. Вот, и закрепили также на саморез и на шканты. Но получилась она красивая, я также ее покрасил в цвет. Поэтому, мне кажется, она сюда хорошо и идеально вписывается. Также, кто не видел видео про мою баню, переходите по ссылке сверху. В данном ролике я рассказываю, как всю поэтапное строительство моей бани-землянки. Почему баня-землянка? Потому что у меня находится под землей. Вот, она находится у меня в доме. Ролик про саму баню у меня набрал очень много просмотров. Поэтому вот вам покажу тоже в этом ролике свою баньку. Вот. Она очень красивая. Верхний, нижний свет сделан. Окошечко сделано. Полки. Полки у меня, кстати, необычные, с дерева абаш со вставками. Печь у меня Ферингер. Очень хорошая печь. Всем рекомендую. Поэтому, дорогие друзья,
подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новых роликов. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Буду рад ответить на все ваши вопросы. Всем пока, всем спасибо.